Вы можете даже не подозревать, что каждую ночь медленно убиваете свой протез. Он трескается, перестает фиксироваться, а вместе с ним разрушаются десны. У миллионов людей съемные конструкции начинают шататься, натирать, вызывать воспаление не из-за грязи, а из-за того, что они носят их в моменты, когда это категорически нельзя делать. А потом боль, неприятный запах, язвы во рту и дорогой ремонт или замена. Сегодня я расскажу, стоит ли снимать протез на ночь, в какие именно моменты протез нужно обязательно снимать, чтобы он служил в разы дольше и не превращался в источник боли и расходов. Для начала давайте разберем, что происходит, если не снять протез. А на самый часто задаваемый вопрос, можно ли снимать протез на ночь, я отвечу в конце видео. Если вы хотите, чтобы ваш зубной протез прослужил дольше, то я об этом рассказываю в своем телеграм-канале. Подписывайтесь. Что произойдет с протезом, если снимать его не вовремя? Ну, в первую очередь, конечно же, начнет накапливаться зубной налет, и остатки пищи начнут забиваться под протез, либо прилипать на сам протез. И наш с вами протез как минимум придет, так скажем, в гигиеническую негодность. Ну и в эстетическую тоже. Что это значит? Это значит, что наш с вами протез превратится в черный серый кусок пластика, а самое главное, он начнет дурно пахнуть и будет источником инфекции в нашей ротовой полости. Ну и это за собой может повлечь то, что наши сами десны или наша с вами слизистая ротовой полости просто может начать воспаляться от этого источника инфекции. Когда все-таки протез необходимо снимать? Ну, как минимум, мы с вами должны снимать протез 2 раза в день, утром и вечером. Это нам с вами нужно для того, чтобы мы его могли почистить прямо как собственные зубы, зубной пастой и щеткой. Также зубной протез в идеале снимать в течение дня после каждого приема пищи. То есть поели, достали протез, прополоскали под проточной водой и одели обратно. Это позволит нам с вами не копиться налету, точнее не задерживаться остатком пищи под самим протезом, но и не копиться налету на самом протезе. Но и самый главный вопрос, нужно ли снимать протез на ночь. Есть случаи, при которых протез на ночь снимать категорически не рекомендуется. Первое правило – это, конечно же, когда мы с вами только-только установили съемный протез. Обычно это в течение первого месяца. Это нужно именно для привыкания. И вот как раз в этот период, если мы с вами, скажем так, будем спать с нашим протезом, конечно же, мы с вами соблюдаем все гигиенические правила. Конечно же, протез почищенный, чистый, но мы ложимся с ним спать для того, чтобы мы просто быстрее к нему привыкли. А второе правило – это есть ряд пациентов, у которых такова структура слизистой или десны, когда они, сняв протез на ночь, утром просто не могут его одеть. Так вот отекает десна, отекает слизь, что потом довольно сложно и даже болезненно фиксировать. Таким пациентам тоже не рекомендуется снимать протез и спокойно с ним ложиться спать. Об этих рекомендациях или об этих нюансах, конечно же, чаще всего вам обязательно об этом скажет ваш доктор, лечащий, которого вам данные протезы изготовил, ну или тот доктор, который вас наблюдает, врач-стоматолог. Во всех остальных случаях протез необходимо снимать на ночь. И обязательно помещать протез в какую-то влажную среду. Это может быть либо контейнер, либо стакан с водой. Для чего нам нужно снимать протез? Для того, чтобы просто наша с вами десна, наша с вами слизистая отдыхала от протеза, и утром спокойно вы его фиксируете вновь и наносите с удовольствием целый день. И хотелось бы добавить очень важный нюанс. Бывает так, что мы либо
каким-то образом травмируем нашу слизистую. Это может быть ожог во время принятия пищи. Это может быть травмирование какой-то грубой пищи. Это может быть, кстати, травмирование и самим протезом. И также может быть, что у некоторых пациентов очень чувствительная слизистая, и отношение протеза идет раздражение и воспаление десны. Вот в таких случаях протез желательно вообще пока не носить, в течение буквально нескольких дней, пока не заживет слизистая. А потом вы спокойно его фиксируете. То есть, если у вас есть воспалительные процессы вашей десны или слизистой, то, конечно же, протез лучше не носить. И сначала вылечить воспаление вашей слизистой, только потом одевать протез. Если у вас остались какие-то вопросы по вашему съемному протезу, можете смело писать нам в WhatsApp, мы с удовольствием вам поможем. Ссылка находится в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить полезные советы и лайфхаки по уходу за зубами и протезами. Берегите себя и своих близких.